Всем привет, меня зовут Ируша. Я сегодня буду говорить на такую очень романтичную тему, на тему того, как встретить свою любовь к Новому году, как встретить свою вторую половинку вообще, и что нужно делать для этого. Для меня зимнее время вообще очень романтичное, и падает снежок, все белоснежное, и сразу приходит в голову фильм «Отпуск по обмену» с известными актерами. Если вы не смотрели, посмотрите, очень вдохновляет на такую вот какую-то очень необычную встречу с своей второй половинкой, и, возможно, она случится с вами очень-очень скоро. Ну, я для начала хотела сказать, что мне кажется, первое, это вот я слышала недавно такую очень интересную идею о том, как встретить своего человека. Ведь многие в голове, да, себе рисуют образ, или, может быть, этот образ в каком-то там нашем подсознании уже давно сидит, да, и мы этот образ можем наделять уже какими-то качествами, вот скажем, пока еще не существующего реально человека в жизни, и представляем, да, что он вот такой вот, там, не знаю, он там добрый, там, благородный, сильный, щедрый, не знаю, у всех по-разному, да, эти нужны качества определенные в человеке. Кому-то там одно важно, кому-то другое. И у меня, например, в жизни так случалось, когда я писала на бумажке, скажем так, опять же, да, вот визуализация, я визуализировала, и я потом действительно встречала такого человека. Просто потом я понимала, что где-то я что-то не дописала, или что-то просто у меня, что-то я не понимала немножко, что мне вообще это не нужно, больше мне нужно другое. Но все приходит с возрастом, с опытом и так далее. Но я услышала тут недавно мнение такое очень интересное специалиста, и когда я его спросила: девушка, как вот мне встретить своего мужчину, ну почему, вот она очень привлекательная, следит за собой, но почему вот она никого не встречает? И тогда он сказал: а вы сами соответствуете вот этому человеку? Лучший способ встретить своего человека — стать таким же человеком. Потому что, и это мне очень понравилось, потому что я так всегда думала. И когда меня спрашивали, вот, ну почему ты одна, я всегда говорила, что я пока еще не доросла до своего человека в плане вот тех качеств, которые я сама хочу видеть в этом человеке, и не проработала еще. И мне кажется, что это тоже имеет место быть. По крайней мере, у меня это всегда было. Я знаю, что некоторые так не мыслят, может быть, даже большинство. Некоторые вообще, когда я говорила об этом, удивлялись, говорили о том, что я так никогда и не думала. У меня даже мыслей таких никогда не было. Вот. Но эта мысль очень интересная. Чтобы встретить своего человека, надо стать таким человеком, которого ты хочешь видеть в своей жизни. А потом, мне кажется, что девушка, она не должна быть в поиске. Вы знаете, очень считывается в глазах, когда девушка либо не уверена в себе, либо в поиске мужчины. И мужчины, кстати, это очень чувствуют, когда они могут попасть в ловушку. Потому что, мне кажется, когда навязчивая идея у девушки, это не совсем верный путь к тому, чтобы встретить своего человека. Вот эта вот зацикленность на том, что, например, человек сделает эту девушку счастливой. Но по закону притяжения, а я не раз уже говорила про притяжение, и я в принципе в это верю, это действительно так, мы притягиваем людей, которые которым тоже соответствуем. Поэтому если девушка не уверена в себе и думает о том, что вот встретится ее человек, и вот она там и станет уверенной, и будет счастливой, не знаю, или девушка несчастливая, или девушка одинокая, вот он скрасит ее жизнь и просто изменит ее кардинально. Но внутри человек может и вообще не поменяться. И вопрос тогда, какого человека вы притянете в свою жизнь, потому что если девушка одинокая,
к примеру, чувствует себя одиноко, то вряд ли другой человек сделает так, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Может быть, на какое-то время, но если не проработать внутри это чувство, то оно так и останется. Потому что мне кажется, что наделять другого человека какими-то сверхъестественными способностями и говорить, и думать о том, что другой человек сделает тебя вот счастливой, а ты изначально несчастлива, мне кажется, тоже очень неверный путь. Нужно стать изначально счастливой перед тем, как встретить свою вторую половинку. Нужно любить себя, потому что мужчины тоже очень это считывают. Всем нравятся уверенные в себе люди. И когда девушка нравится себе, когда она ухаживает за собой, когда она ухаживает за своим телом, когда в ней есть сексуальность, женственность, когда все это открывается, вот тогда очень много удивительных может встреч произойти. И можно как раз вот с таким состоянием, вот это вот, как вот говорят, да, мужчины, они любят рядом с женщиной или девушкой то, как они чувствуют себя. Если они чувствуют себя там мужественными рыцарями или там, ну, вот девушка такая вот женственная, потому что мне кажется, что основная как бы задача, да, вообще встречи друг с другом, это если человек изначально счастлив, то я понимаю, что я должна быть более счастливой с другим человеком. Ну, я, конечно же, хочу сделать этого и свою вторую половинку счастливой, но мне должно быть лучше. Вот как бы основная идея, да? Мне точно должно быть лучше. Если мне от этого... Можно встретить свою вторую половинку, но вопрос, какая она будет, что это будет за человек. Он может унижать, он может понижать самооценку, он может плохо к вам относиться. Вопрос только, как вы сами к себе относитесь. Если вы будете к себе плохо относиться, то, скорее всего, вы притянете человека, который также будет плохо к вам относиться. Поэтому в первую очередь нужно изменить себя и нужно проработать свою женственность, свою сексуальность, свою любовь к себе. Если вы недостаточно любите себя, нужно полюбить себя. Нужно проработать обязательно этот момент. И тогда вы встретите человека, который будет также вас любить и уважать. И будет вас вот как цветочек поливать, как в «Маленьком принце», вас вот так вот хранить как цветочек, самый-самый ценный и самый красивый. Вот. Сейчас вообще такое время мы живем, немножко потребительское, потому что время такое материальное настало, да, у некоторых девушек потребительское отношение к молодым людям. И там, например, молодые девчонки, я слушаю, мой должен зарабатывать, там, студент какая-то, мой должен зарабатывать не меньше 300, типа 300 тысяч, да. Мне хочется спросить, а ты сама-то вообще как бы вот умеешь их зарабатывать? И с чего ты вдруг решила, что сейчас вот твой молодой человек должен там... Ну, мечтать можно как угодно, да, но просто нужно немножко, мне кажется, не потребительски относиться друг к другу, а все-таки основываться на чувствах и основываться на любви. Как это не банально может прозвучить, действительно, я верю вот в настоящую любовь, и она может случиться и с молодым человеком, который не будет зарабатывать 300 например. Вот. Но можно встретить очень богатого человека и быть абсолютно несчастной с ним. Просто здесь кому что нужно, тоже много навязано девушкам того, что вот можно ничего не делать и отдыхать, и путешествовать, и вообще не знать никаких бед, проблем, и все будет отлично у вас. Вот. У каждого свой опыт, я поэтому здесь как бы и подчеркиваю, да, кому что нужно, кто-то может материально без какой-то любви жить, главное, чтобы в достатке и так далее.
Вот, но так как видео у меня все-таки про любовь, про то, чтобы встретить свою любовь, основной мой посыл в том, что первое, как я сказала, да, если вы хотите встретить вот такого какого-то человека вот с теми качествами, которые вы хотите, вы должны стать и также этим человеком, потому что но это не совсем честно наделять человека, вот, желать человека такого, там, вот, и такого, и такого, и такого, да, а вы вот совершенно не соответствуете ему. То есть это диссонанс, который, мне кажется, может не привести к счастливым отношениям. Но второе — это не ждать, да, ничего, не нужно вот этот поиск в глазах, когда мужчины считывают, что девушка точно охотится, девушке очень нужен партнер, и у молодых людей сразу возникает мысль, что без партнера девушка не может быть счастливой, вот, и третье — это вы должны любить себя. Вот эта любовь, она должна исходить изнутри, и тогда мужчины это очень чувствуют, когда открываются все, вот скажем, чакры, да, у женщины, когда девушка просто женственная, потому что мне кажется, что в основном мужчинам вот это их привлекает, у них нет женственности. Мужчины могут заработать, мужчины могут, не знаю, в принципе, можно все купить сейчас, но вот эту женственность, вот эту какую-то там, ну, не какую-то, а вот любовь, например, настоящую, искреннюю, ее не купишь, пока еще не придумали такого, да и не придумают. Вот, и сейчас вот, я говорю, такое время, да, многие, например, отказываются от встречи, говорят, да, мне не нужно, мне вообще одной хорошо жить. Вот. Мне кажется, природа, она все равно возьмет свое, люди все-таки социальные больше, и поэтому кому-то, может быть, и не надо, но в основном все-таки все равно проходит время, и люди понимают, что ну, вообще любовь — это прекрасно, это одно, да, наверное, это самое прекрасное чувство, которое может человек испытывать. Как вот есть такая фраза очень хорошая, что когда человек любит по-настоящему, то вот тогда он и проявляет себя, какой он и должен быть в жизни. То есть открываются все самые лучшие качества в человеке. Вот, поэтому, в общем, такая вот у меня сегодня, кстати, не такая длинная моя мысль. Может, я вообще уже в последнее время не буду такие длинные ролики записывать. Я уже, видите, уже и в 12 минут могу уложиться. Поэтому пишите, пожалуйста. Я всем желаю встретить свою любовь. Это удивительное чувство, которое накрывает просто с головой, волной. Кто-то мечтает влюбиться. Я буду про влюбленность, так как это не такая тема для меня, в принципе, близкая. Я буду про влюбленность записывать и описывать это чувство. Очень интересно, как химия, когда человек вообще даже и не думал, и тут его просто пронзает как молнию. Вот эта влюбленность тоже очень интересна. Вот, так что желаю вам всем встретить свою вторую половинку. Тот, кто еще не встретил, обязательно. И будьте любимы, любите и будьте счастливы. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.